Всем привет! С сегодняшнего дня мы запускаем новую рубрику. Она будет называться «Контрмера». В этой рубрике мы будем рассматривать определенных героев с определенным типом войск, против которых мы будем искать контру, чтобы их уничтожать и не давать им творить то безумие, которое они могут делать. И сегодня первым у нас будет подопытным кроликом, это Лурц через Мумакил. В первом сезоне это, я считаю, самый был большой бич Средиземья, когда еще не были понерфлены призраки. В тот момент слоны через лурцев играли очень хорошо, могли убивать по 5-6 армий, а то могли и больше. И один небольшой отряд в районе 20-30 человек с такими слонами могли чуть ли не держать всю вражескую фракцию. Поэтому данный герой и попал первым у нас на разбор. Вкратце пробежимся по герою. 420 мощи, на концентрацию нам наплевать, и 241 скорость. Скорость нам нужна для преследователя. И кто не помнит, преследователь был немного занерфлен, он работает только при атаке. При защите данный титул не работает. Поэтому данного Лурца мы используем только в атаке, в защите мы им не стоим, потому что урон будет у нас очень маленький. Сам, собственно, билд идет, как и обычно, через преследователя и перворожденный Рухай. Полностью вкачанный, у него навыки обязательно должны быть в правильной последовательности прокачаны, и остатки мы уже кидаем в элиту Рухая для того, чтобы увеличивать и мощь, и скорость в процентном соотношении. Сами слоны, кто не знает, это юниты-нейтралы, которые нанимаются в Южном Итилионе, Харандоре и в буферке между Харандором и Южным Кхандом. Их можно захватить и потом уже нанимать, но по стоимости, конечно, они дорогие, но и по времени один слон будет строиться 1 час. Плюсы данных юнитов: во-первых, то, что они получают сниженный физический урон на 15%, а также данные юниты атакуют всех врагов и союзников. Поэтому мы берем их одних, чтобы они не топтали наших союзников, и будем их использовать за счет огромного количества здоровья. Полный стак Мумакил в 75 штук, это будет 600 тысяч здоровья. И сейчас перейдем к самому противнику. Думаю, многие уже догадались, кто это может быть, потому что это практически один герой, который это может делать, ну и подобные им. Итак, это у нас Двалин. Двалин у нас был использован здесь 25 ранга, все на максималке. Артефакты, как вы видите, тоже по максимуму. И по его статам 418 мощи, 104 концентрации и 152 скорости. Плюс Лурца, что мы точно будем обгонять Двалина, потому что у него почти на 100 меньше скорости. Ну и теперь к минусам. Чем хорош Двалин? Во-первых, он снижает получаемый физический урон. Лурц у нас бьет физой, поэтому уже будет урон входить в армию меньше на 15%. Далее гроза гигантов. У командира увеличивается урон по большим отрядам на 50%. То есть наши Мумакилы будут получать плюс 50% урона. А также кровь Дурина и с опытным воином очень хорошо дает урон. Ну и в самом опытном воине самая главная вещь — это истребление. Истребление увеличивает общий урон, входящий в слонов. Истребление здесь это как основа вместе с грозой гигантов. А по артефактам топор Казадума также был взят на мощь вместе с рассечением. Доспех наемника дает мощь плюс защиту и скорость армии, также со снижением урона. Шлем гордости со снижением урона, с защитой и мощью. А также был взят колобас Энского Эля, также на мощь, плюс очки здоровья, а также плюс все статы. По юнитам самый идеал — это использовать стражи цитаделей и хранителей. В чем плюс этих юнитов? Ну, во-первых, оба юнита имеют непробиваемый щит, с вероятностью 50% снижает физический урон. Лурц у нас бьет физой, Мумакилы бьют физой, поэтому урон будет снижен. Во-вторых, это большая защита. Защита снижает именно получаемый физический урон, поэтому мы хорошо раскачали ее здесь. То есть до 146, но даже 101 базовая очень хорошо срезает урон как от Мумакил, так и от Лурца. Ну и стражи цитадели, как я и говорил, также имеют непробиваемый щит, и плюс они являются грозой кавалерии, а в данной игре юниты Мумакилы являются кавалерией. Как бы это странно ни звучало, но да. И поэтому от стражи цитадели они будут получать плюс 50% урона. Если у вас в разы ниже у Двалина что шмот, что прокачка, ничего страшного, используем этих двух юнитов, используем как минимум грозу гигантов и истребление, и это будет залог вашего успеха для уничтожения армии через слонов. Итак, смотрим первый бой.
первый бой у нас был через нападение. Когда Лурс нападает на нас, здесь он наносит больше урона. Сейчас посмотрим насколько. И результаты, я думаю, вы уже видите, но все равно давайте перейдем к логам боя. Итак, нас интересует предбоевая фаза. Лурс активирует преследователя, как раз который работает только при атаке. Наносимый урон увеличивается на 29%. Хоть сам титул дает 20%, 9% это благодаря нашей скорости. Все остальное здесь на себя навешивает Двалин. Видите снижение физического урона. Ну и плюс еще идет увеличение от грозы гигантов. Смотрим первый раунд. В первом раунде у нас сразу идет рывок. И плюс идет срабатывание набега. Рывок у нас бьет на 9149. А набег у нас также бьет на 9149. Но из-за того, что срабатывает непробиваемый щит на второй удар, мы уже наносим не 9200, скажем так, а 6200. То есть у нас порезался урон на 20%. Поэтому хранители и стражи цитадели очень хорошо контрят Лурца за счет вот таких снижений. То есть мы потеряли просто за счет пассивки практически 3000 урона, который мы могли бы нанести. Далее Лурс активирует воодушевление. Это у нас идет от шлема. Плюс 30% урона нашим макилам. И далее у нас идет автоатака на 4300. После чего заходит Двалин. Двалин атакует на 13 тысяч. Дальше он запускает истребление почти на 25%. Про что я говорил, то есть мы увеличили урон по макилам на данный процент. Дальше у нас идет Двалин, запускает сотрудничество и наносит урон на 13 500. Дальше атакуют мумакилы. Мумаки здесь наносят по 6500 всего урона. Ну и здесь также опять-таки обхранители режутся на 20%, и мы наносим всего лишь 5800. После чего мы видим урон, который наносят стражи цитадели. Урон составляет 9500, потому что юниты являются кавалерией, и урон увеличен на 50%. Далее второй раунд. Лурс просто атакует автоатакой на 4400, и далее Двалин нас атакует на 14 почти с половиной тысяч с автоатаки. И накладывает на нас второй дебаф на истребление. Итого у нас входящий урон почти 50%. Это благодаря истреблению, которое мы прокачали, и оно стакается до 2 раз. Поэтому теперь входящий урон у нас, видите сам какой. Далее идет сотрудничество почти на 15 тысяч. И здесь уже мумаки атакуют на 2700 и на 300. То есть урон, сами видите, какой смешной. Ну и стражи уже здесь атакуют на 11200 и хранители на 7400, потому что урон был под нам уже еще больше повышен. Далее третий раунд, самый главный для Лурса, где он дает самую полную разрядку, то есть третий, шестой, 9 раунд. Перворожденный Урухай у нас наносит 6700, 7100 и 7104. Далее у нас идет углубление ран на 10600. Мы увеличиваем урон по хранителям на 46% и ударяем рывком на 14800. После чего мы наносим уже подавление, которое режется с помощью непробиваемого щита. Мы наносим всего лишь 5200. То есть здесь не повезло Двалину и его юнитам, потому что здесь не сработал нигде как раз непробиваемый щит на снижение, потому здесь мы нанесли чистый урон. Ну и после чего пошел Двалин в атаку. Итак, вихрь по нам нанес 14500. Далее истребление было на 13300 и рассечение на 25700. И далее мумакилы атакуют на 7600 и 5600. И также стражи цитадели атакуют на 7200 и 3700. Теперь переходим к шестому раунду, посмотрим, что там будет с нами. Итак, шестой раунд. В шестом раунде у нас уже не такая хорошая картина, как была в первый раз. Здесь уже 2 раза режется наш перворожденный Урухай. Мы наносим 4800, 3500. И далее еще наносим 3500. То есть мы 2 раза получили срез. Далее углубление ран проходит на 5200. После чего идет подавление на 3700 и автоатака на 3200. Ну и после чего нас Двалин опять бьет на 3600, на 12 тысяч и сотрудничество на 10 тысяч и рассечение на 20 тысяч. То есть это все, что у нас идет с помощью оружия. Итак, давайте перейдем к итогам, посмотрим, что у нас получилось. В сумме Лурс нанес всего 196 тысяч урона. Это из-за того, что были срезы, и поэтому здесь мумакилы нам не помогли нанести большой урон, который может выдавать Лурс. Наши юниты нанесли 66 тысяч урона, и общий наш урон составил 262 тысячи. И теперь смотрим Двалина. У Двалина осталось еще в районе 20% войск.
У него не забываем всего лишь Т3, который нанимается очень быстро. И смотрим на урон командира. 453 тысячи. То есть 112 тысяч нанесли юниты и 450 тысяч нанес сам герой. Урон просто огромный. Я не знаю, он просто колоссальный. Потому что мы в сумме получили 566 тысяч. То есть Двалин на данный момент с артефактом на рассечение, вот с этим, который идет в топоре Казадума, наносит просто огромный урон. Поэтому у нас результаты получились именно вот такие. И далее был второй бой, также со слонами, но уже здесь на нас нападали, то есть мы были в защите, когда на нас не действовал урон. Давайте сейчас посмотрим просто третий раунд, чтобы вы понимали, насколько урон снижается, когда лурца атакуют в дефе. Итак, смотрим урон. Перворожденный Урукхай режется урон 1700, второй урон режется 1400 и третий раз режется 3800. Помню, сколько было в бою, когда мы атаковали. Это у нас цифры, когда мы защищаемся. То есть 29% снижения урона за счет нашего титула на преследователя. Очень огромную роль играет для лурца. И давайте сразу посмотрим итоги боя. А мы здесь уже нанесли 89 тысяч. То есть, когда мы находимся в защите, у лурца дамаг падает сразу как минимум на 100 тысяч. То есть, я не знаю, почему такой огромный урон. Такой срез урона. Почему? Потому что если мы берем даже 29%, ну даже возьмем 30%, это 1/3. То есть мы должны здесь все равно хотя бы там 120-130 тысяч урона как минимум должны были нанести. Но нет. Видимо, формула там заложена как-то непонятно, что мы урон мы нанесли всего 89 тысяч. Ну, юниты нанесли 71 тысячу, даже чуть больше, чем в прошлом бою. И теперь смотрим на Двалина. Двалин здесь наносит 482 тысячи урона и 123 тысячи наносят юниты. Общий урон 606 тысяч. То есть здесь мы умираем полностью. Как вы видите по юнитам, осталось больше даже, чем половина юнитов. Поэтому на сегодняшний день, если даже у вас не так хорошо прокачан Двалин, одевайте ему оружие с любым рассечением, которое будет увеличивать даже там на 2-3 звезды, там даже 160% урона. Ему этого хватит. Прокачиваем опытный воин с истреблением. Берем грозу гигантов. Все остальное на все, что уже хватит очков. И идем в бой. По отрядам, я думаю, здесь понятно. И любой Двалин, даже средний, у которого нет таких артефактов, у которого даже будут артефакты там на 1-2 звезды, да даже можно и с 0 звездой нападать. Да, мы сольем 2-3 армии, но пополнение 75 слонов займет где-то порядка, наверное, 2-2,5 дней. Поэтому вы, убив этих слонов, даже потеряв Т3, вы их восстановите в течение даже 10 часов, если вы потеряли там 2 армии, потому что 5000 восстанавливается в районе там 5-5,5 часов. Вы их восстановили, а данный игрок будет их восстанавливать 2 дня минимум. Поэтому первый контракт, как я и показал, против лурца со слонами, это Двалин с рассечением. Поэтому на данный момент это сейчас самый бюджетный вариант. Есть варианты через убийство с помощью Галадриэль, но это нужен 5-й ранг минимум Галадриэля, это Т3 уровень. Но Двалин, этот герой почти есть у всех. До 5-6 ранга его качнуть не так сложно, и можно спокойно убивать лурцев. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях по данной контрмере. Если у вас есть еще какая-либо контра в виде Т1, максимум Т2, а также скидывайте, посмотрим, подискутируем уже у меня в Discord канале. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья и всем пока.